Здравствуйте, мои замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Доброго всем времени суток. Спасибо за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши комментарии. Благодарю вас. Сейчас мы делаем вторую часть расклада «Кто твой тайный поклонник?». В первой части мы сделали сигнификацию загаданного мужчины. Нет, мы вашу сигнификацию сделали, да? Да. И вышел у нас мужчина. Кто он? Кто о вас думает, что думает о вас, что чувствует. А сейчас во второй части мы делаем того же мужчины. Смотрим, решится ли этот товарищ, мужчина замечательный, на какие-то конкретные шаги в вашу сторону. Да? Да. Так. Вы подумайте об этом мужчине. Вы примерно представляете, кто это по описанию, да, раз вы смотрели первую часть. Решится ли этот товарищ на какие-то конкретные шаги в вашу сторону? Что это за будут, что это за проявления, что это за шаги такие будут? Что это будет? Шаг вперед, 3 назад. А он назовет это такая, у него это тактика, стратегия. Так, этот мужчина, решится он на какие-то шаги конкретные в вашу сторону? Если решится, то какие это будут шаги? Чего вам ожидать от него? Так, смотрим. Неужели это провокация будет? А ну сейчас посмотрим. Посмотрим. Ну, чтобы вас обрадовать, вот у вас он был вашим тайным поклонником, фактически в его сердечке вы поселились надолго, так оно и остается. Все карты мне говорят о том, что вы ведающая, обладающая тайными знаниями. Вы для него являетесь близким, родным человеком, как бы там ни было. Да, эта карта, она еще считывается верность и сердце. Верность, сердце, любовь. Ну, можно сказать, в его сердечке вы на первом месте. При этом, за счет того, что вот вы тут, ну, ведьма вышла, да, у меня. Он этому еще приписывает какой-то тому влюбленности в вас, скажем так, где-то даже, можно сказать, ну, можно сказать, с головы не выходите, все равно вы у него так и остаетесь в приоритете, да, скажем так, увлечение вами. Но тут дальше такие интересные карты. Карта всадник — это желание прискакать, желание появиться на пороге, проявиться. Это то конкретно, о чем мы спрашиваем. Решится ли человек на какие конкретные шаги? Так вот, вот этот шаг прискакать, а тут дальше я не могу понять, то ли он прискачет. Ну, по всаднику, по идее, это действие, это прискачет, да, и как-то появится в вашем поле-огороде. Но потом идет какое-то самобичевание, то есть сам себя накручивает, сам себя как изъедает прям, сам себя укоряет в чем-то. Тут, короче, ящик Пандоры, волнительное ожидание. Тут как будто бы карта расчет следом. У меня такое ощущение, как будто мужчина не сдержится и появится у вас где-то на пороге. Но может себя как-то так очень странно повести. Потом сам себя как будто бы укорять за что? За то, что вы слишком лакомый кусочек, вы манкая по ящику Пандоры.
Вы женщина, от которой невозможно отказаться. Вы женщина сплошное искушение. Вот как будто бы он говорит, а с моей стороны было бы лучше точным более расчетом каким-то, если бы волнительное ожидание, если бы он вам, ну, знаете, вас погружал бы в какое-то ожидание, и фактически, я спрашиваю, вами как проманипулировал. А тут у меня такой идет, как будто бы мужчина может как-то появиться, объявиться, а потом сам себя будет укорять, что зачем я пришел, зачем я появлялся. Так. Освобождение от какой-то игры идет. Может быть, до этого мужчина, правда, как игру в маске ходил, какую-то игру вел. А тут у человека радость. С одной стороны, да, с одной стороны, сам себя накручивает, с другой стороны, радость от чего? От того, что освобождение от каких-то ограничений. Ограничений, и при этом это все замаскировано игрой какой-то, как будто человек играл в эту игру. Так, и решиться на какие-то либо шаги. Девочки, у меня такое вроде бы как решится он, но тут в конце опять идет, как, если так подряд читать, игра и зеркало. Вполне возможно, если вы дадите ему, как вот он там как-то проявится, то смотрите внимательно, вот как он к вам будет, может быть, как он к вам будет настроен, да, какие проявления с его стороны будут. Если вы точно так же отзеркалите его, то это прям какой-то замкнутый круг. В ответ он вам то же самое может вернуть. Если вы, допустим, он как-то к вам проявится, а вы, ну, допустим, опять какую-то игру вы захотите вести. Это я о чем? О том, что вы не слишком будете открывать карты, не слишком будете стараться его подпускать к себе, может быть, эту дистанцию, может быть, так, знаете, как это можно сказать, цену себе начнете набивать. Ну, я без всякого негатива, потому что если вы не до конца будете уверены в этом человеке, вот, и не будете стараться сразу как будто раскрывать свои карты, то он может это считать, что это с вашей стороны какая-то игра. И он может тоже включиться опять в эту игру и опять, то есть как маску одеть этот человек, и тут как отзеркалить вас. И это опять мне так идет, как будто бы ни к чему хорошему не приведет. Смотрите сами. Решать вам. Это только ваша жизнь. Только вы знаете, как правильно себя вести в данных каких-то ситуациях. Но тут вот такой какой-то нюанс. Опять-таки, давайте посмотрим еще напоследок, что еще хотят сказать вам карты. Может быть, что-то такое, о чем вы не догадываетесь, да? Что еще карты хотят сказать вам? Ну, вот они говорят, что примирение, оно, в принципе, если для вас это важно, даже если ситуация такая была, знаете, прям как вот кто-то на волоске висел, вот как одна ниточка, и вы 99% были уверены, что все, точки над «и» расставлены, ну, о чем говорить, и к чему, и зачем больше это даже начинать, и это была ситуация такая, знаете, тупиковая, можно сказать. Ну, 1% из 100 был, но вы его даже всерьез не воспринимали. То вам говорят, что даже при таком исходе дела, скажем так, при такой картинке, то все равно примирение возможно, если это вам нужно, важно. Говорят, хорошо сопоставь, кем этот человек для тебя является. В принципе, тут показана картинка, что даже какое-то время этот человек мог для вас быть или отношения с этим человеком по мечте, это вашей какой-то мечтой. Карта Солнца, вам казалось, что все может быть, и дороги будут раскрыты, и благодаря тому, что вы с ним будете, все будет замечательно, а потом, возможно, у кого-то в связи с, может быть, где-то эгоизм, гордыня, в один момент люди могли разойтись, и тут как меч, это ссора, точки над «и», выяснение отношений, как прояснение ситуации, холод, как ледяным холодом между после этого солнца, которым хотелось согреть, после солнца вам могло быть рядом с этим человеком здорово, комфортно, классно, как будто бы
нашли свою вторую половину. Тут в один момент вас могло как обдать холодом, таким лютым холодом, пронизывающим. Вот эта вся ситуация, тут они говорят, эти карты говорят о том, что даже если вам кажется, что ситуация, ну все, выхода нет, все равно возможно примирение, если вам нужно. А давайте, может быть, о чем-то хотят вас предупредить еще карты. Смотрите, о чем вас хотят предупредить карты. Тут какие-то карты такие, расставания, когда у вас было, и вы, может быть, карта равнодушия. Вам показалось, что этот мужчина, ну, знаете, к вам равнодушен, никаких таких не проявляет чувств. Это настолько, может быть, болезненно для вас было. И вы тут показано, даже прошли процесс какой-то, ваши взаимоотношения, прошли процесс очищения. Тут как будто бы шанс у вас начать с чистого листа, но тут опять вас предупреждают, что вам кажется, что уже все, как будто бы точки над «и» расставлены. Говорят, есть очень велика вероятность того, что по дьяволу есть скрытые какие-то моменты недоговоренности, хитрости, аккуратно. Прямым текстом любовный треугольник, наличие еще третьих лиц. Вот этот как будто бы нюанс нужно учесть. Он как будто бы особо куда-то то ли не девается, то ли умалчивается. И вам говорят, что можно воспринять все, вот, что все будет хорошо уже, да? Карта очищения, все выяснили, все уточнили, все. Но говорят, что не до конца, не все. Потому что тут может быть, как знаете, как на старые дрожжи, да, как говорят. Вот тут опять любовный треугольник какой-то, эти третьи лица. Говорят, что все это уже как механизм работает. То есть вы можете недооценить влияние какого-то третьего человека в вашей паре, ну, то ли женщины какой-то на этого мужчину, вот это влияние, оно как механизм, оно как спаяно уже работает. Ну, просто подумайте, хорошо взвесьтесь, проверьте хотя бы какую-то информацию, вам об этом говорят. И надежда, она, конечно, есть, или стоит давать надежду этому мужчине, только если все делать по справедливости, по правосудию. То есть, если вы точно знаете, мужчина разведен, точно знаете, мужчина стремится к построению с вами именно в таких серьезных отношениях, по правосудию, справедливо. Вот тут, как говорят, вот тогда давай надежду, тогда надежда и для тебя есть, а иначе смысла нет. Как-то так они показывают. Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.